Ее обожали миллионы, но по-настоящему не знал никто. Шри Тьеви – робкая девочка из тамильской деревни, ставшая главной богиней Болливуда. 300 фильмов, 5 десятилетий славы и внезапный, пугающий финал в зеркальном блеске Дубая. Что скрывала самая высокооплачиваемая актриса Индии и какая роковая тайна оборвала ее жизнь за закрытой дверью гостиничного номера? От детских страхов до статуса живой легенды и загадочной гибели, которая до сих пор вызывает вопросы. Разгадаем историю великой Шри Тьеви прямо сейчас. Настоящее имя легендарной актрисы – Шри Амма Янгер Аяпан. Она появилась на свет 13 августа 1963 года на юге Индии, в небольшом селении штата Тамилнад. Ее отец Аяпан работал адвокатом, а мать Раджесвари посвящала себя дому и воспитанию дочерей. У Шри Тьеви есть сестра Шрилат Хам. Поскольку для главы семейства это был второй брак, у будущей звезды Болливуда также было 2 старших брата. Сама актриса признавалась, что росла очень ранимой и пугливой. Она боялась любого резкого шума или чьего-то громкого голоса. В раннем детстве она была неразлучна с матерью и буквально ходила за ней хвостиком, постоянно держась за край ее сари. Переломный момент в жизни девочки наступил внезапно. Однажды, во время семейного обеда в ресторане, скромная малышка неожиданно для всех выскочила из-за стола и пустилась в пляс под звуки живой музыки. Отцу лишь с большим трудом удалось вернуть на место свою еще вчера пугливую и застенчивую дочь. С того самого дня ребенка словно подменили. Шри Тьеви стала открытой и невероятно общительной. Ради успеха в искусстве будущей звезде пришлось пожертвовать образованием. Она так и не окончила среднюю школу, оставив учебу в 7 классе, чтобы полностью посвятить все свое время карьере в кинематографе. Первое появление Шри Тьеви на большом экране произошло, когда ей было всего 4 года. Кинематографисты сразу заметили очаровательную девочку и пришли к ее родителям с предложением пройти кинопробы. Узнав об этом, отец пришел в ярость и буквально выставил агентов за дверь. Однако те проявили настойчивость, они обратились к матери, которая, напротив, воодушевилась блестящими перспективами дочери и смогла уговорить супруга сменить гнев на милость. В итоге глава семьи сдался, и маленькая актриса дебютировала в картине «Кандан Карунай». Ей досталась роль божества Мурукана. По сценарию ребенку требовалось постричься на лысо, однако мама девочки выступила с резким протестом. Благодаря ее вмешательству столь радикальной меры удалось избежать, и на съемках использовали парик. Режиссеры работали с юной актрисой с огромным удовольствием. Уже в 1971 году она получила свою первую престижную награду, а через год состоялся ее дебют в Болливуде. Несмотря на юный возраст, в 13 лет Шри Тьеви начала играть взрослые и сложные роли. Настоящий прорыв случился в 1976 году с выходом фильма «Три узла», который принес ей первую номинацию на индийский «Оскар». Вскоре лента в 16 лет стала культовой, а сама актриса превратилась в самую высокооплачиваемую звезду южноиндийского кино. В это же время ее искренне полюбили и в Советском Союзе. К середине 80-х годов карьера Шри Тьеви достигла расцвета. Она блистала на экранах в паре с такими легендами, как Митхун Чакраборти и Риши Капур. К началу 90-х ее считали самой одаренной и очаровательной женщиной индийского кино. Одной из вершин того периода стала драма «Мгновение любви», где актриса виртуозно исполнила сразу 2 роли матери и дочери. В 1997 году, на пике успеха, Шри Тьеви на время оставила кино ради семьи. Ее триумфальное возвращение состоялось лишь спустя годы. В 2012 году картина «English в English» вызвала 10-минутные овации в Торонто. Мировая пресса называла ее индийской Мерил Стрип, подтверждая статус легенды, чье обаяние и талант не подвластны времени. В середине 80-х годов все внимание публики было приковано к предполагаемому роману Шри Тьеви с легендарным Митхуном Чакраборти. Пара старалась не афишировать свои чувства, ведь актер уже был женат. Сама звезда позже признавалась, что по-настоящему влюбилась в Митхуна во время их первых совместных съемок в 1984 году. Однако Шри Тьеви всегда отличалась сильным характером и четкими принципами.
В своих интервью она открыто заявляла, что никогда не согласится на роль второй жены или тайной любовницы. Актриса подчеркивала, ее избранник должен принадлежать только ей, а свадьба обязана быть законной и открытой для всего мира. Несмотря на слухи о том, что Чакраборти готов был ради нее на развод, Шри Деви в тот момент выбрала карьеру. Свое истинное семейное счастье она нашла летом 1996 года. Ее мужем стал продюсер Бони Капур, который был старше актрисы на 8 лет. Ради этого союза он расторг свой предыдущий брак. Пара была неразлучна. В конце 2017 года супруги даже посетили Москву в рамках фестиваля индийского кино. У Шри Деви и Бони родились две дочери – Джоулианви и Кахауши. Старшая дочь Джоулианви Капур решила продолжить актерскую династию. В 2018 году она ярко дебютировала на большом экране, исполнив главные роли сразу в нескольких крупных проектах. 24 февраля 2018 года Индию и миллионы поклонников по всему миру потрясло трагическое известие – легендарной Шри Деви не стало. Беда случилась в Дубае, куда актриса приехала на свадьбу своего племянника. В тот роковой вечер супруги собирались на праздничный ужин в ресторан. Шри Деви ушла в ванную комнату, чтобы подготовиться к выходу. Спустя 20 минут ее муж, Бони Капур, обеспокоенный долгим отсутствием жены, зашел в комнату и обнаружил ее без сознания. Врачи уже не смогли ей помочь. Первоначальные версии о сердечном приступе сменились официальным заключением судмедэкспертов. Причиной гибели было признано случайное утопление. В крови актрисы обнаружили следы алкоголя, что стало неожиданностью для близких, ведь звезда всегда вела умеренный образ жизни. Эксперты пришли к выводу, что Шри Деви внезапно потеряла сознание и захлебнулась. Спустя 3 дня тело актрисы доставили в Мумбаи. Прощание с легендой стало событием национального масштаба. В траурном шествии к крематорию участвовало около 7 тысяч человек, из-за чего властям пришлось перекрыть движение на городских улицах. Шри Деви проводили в последний путь с государственными почестями и прощальным залпом салюта. Позже, согласно древней традиции, муж и дочери развеяли ее прах над морскими волнами.